Народ, всем привет! Меня зовут Игорь, вы на канале На Велике с Бананом. Кто-то знает, кто-то нет, но мой канал предназначен в первую очередь для велосипедистов-новичков. И в этом видео хочется обсудить 7 ошибок начинающих велосипедистов, которые они совершают, когда только начинают ездить на велосипеде. Что-то я сам делал не так, и это личный опыт, а что-то взял из чужого опыта. От вас жду комментарии под этим видео с вашими советами и рекомендациями и ошибками. И пусть велосипедистов становится все больше и больше, а каждая поездка приносит только радость и улыбки. Поехали! Ошибка номер 1. На первых порах стараться выжать из себя все соки, думая, что чем больше поработают в начале, тем лучше будут ездить потом. Но важно ездить в правильных пульсовых зонах. Об этом я рассказывал в другом своем видео, ссылку оставлю в описании. Велосипед, как и любой другой вид спорта, может быть как полезным, так и вредным. Поэтому на первых порах не стоит гнать 30-40 км в час и не стоит спешить проехать 100 или даже 200 км. Лучше начинать с малого и постепенно повышать нагрузки. Ошибка номер 2. Не брать с собой запас еды в дорогу. Даже если вам кажется, что вы не голодный и что там катнуть эти 50 километров, все равно у вас должен быть с собой аварийный запас еды. Это могут быть какие-то батончики, гели или что-то в таком духе. В общем, что-то сладкое. То, что не портится, может лежать месяцами в сумке и ждать своего часа. Я проходил упадок сил при езде на велосипеде 2 раза. Ничего в этом приятного нет, поверьте мне. Ошибка номер 3. Не брать с собой воду или брать ее совсем мало. Если вы только начинаете ездить, то скорее всего вы не будете знать свою норму воды в час или на какой-то пробег. Поэтому берите воды как можно больше. Хотя бы 2 бутылки по 0,7, а лучше по 1 литру, как у меня. Пусть лучше она останется, чем ее не хватит. Обезвоживание никого еще не доводило до добра. А еще в прошлых видео я рассказывал, что пить воду надо каждые 10-15 минут по пару глотков. Кстати, на это видео оставлю ссылку тоже в описании. И неважно, хотите ли вы пить или нет. Чувство жажды – это первый признак обезвоживания организма. Доводить до него точно не стоит. И вот мы добрались до 4-й ошибки. И это не брать с собой ремкомплект для шин. Он должен быть у вас с собой всегда. Вот прям вообще всегда. Это насос, запасная камера, бортировочные лопатки, ремкомплект для заклейки камеры, всякие там заплатки, клей, а также мультитул с набором шестигранников. У меня еще лежат всегда с собой пластиковые стяжки, запасной замок цепи, изолента, переходник для накачки ниппеля Presto. За первые 2 года езды на велосипеде я ни разу не пробил колесо и думал, что все классно и как бы ввожу это все зря. А на 3-й год я за полгода пробил 5 раз свои колеса. И после этого начал возить даже сразу по 2 камеры. И из-за этого всего пришлось сделать себе бескамерные колеса. Да, но об этом я расскажу в другом видео. Ошибка номер 5. Чувствуйте себя в полной безопасности. На дороге считайте себя невидимкой. Считайте, что вас по умолчанию никто не видит. Поэтому лучше будет предпринять меры для того, чтобы вас заметили. Для этого стоит применять светоотражатели, фонарики, надевать шлем, очки, перчатки. Носить желательно яркую одежду, особенно в темное время суток. Обязательно почитайте правила дорожного движения в своей стране и соблюдайте их. Не стоит пренебрегать, казалось бы, простыми правилами. Они действительно могут спасти вас от серьезных травм. Ошибка номер 6. Не использовать велоодежду хотя бы частично. Как минимум советую купить велопамперс. Это такие штаны или шорты со специальной вставкой. Она служит для отвода влаги от вашей 5-й точки, что снижает риск натереть там все и разлюбить велосипед до конца жизни. Также и другие элементы велоодежды, всякие там джерси, носки, подшлемники, перчатки и так далее. Все это создано для удобства. Если вы уже точно поняли, что будете ездить часто много, то стоит точно прикупить себе велоодежду. И ошибка номер 7. Покупать себе сразу крутой велосипед. Нет, конечно, вы можете это сделать, это сугубо ваше дело. Кто я такой, чтобы вас отговаривать? Но, чтобы потом не жалеть, на мой взгляд, лучше вначале купить велосипед попроще и подешевле. Начать катать на нем, и если после 1000 или 2000 проеханных километров вы все еще хотите кататься на велосипеде, начинать задумываться о покупке чего-то получше и подороже. Катайтесь всегда, катайтесь везде, это здорово и очень полезно. На сегодня это все, до новых видео, пока-пока!